трансляции. Все, мы в эфире. Так, мы в эфире. Приехал повторное подключение. Теперь сами заходим на Viber. По собственной ссылочке заходим на собственный стрим. Твою ж мать, блин. Вот это и называется, блин. Удалять гланды через задницу. Это называется, блин. Да. И так далее. Так. И что это? Ой, господа, извините за технические накладки. Бывает иногда такое. Иногда такое бывает. Так, звук нафиг. Звук нафиг. Так. Сообщения. Так, в чате. Все сообщения. Так, отлично. Кто нас там смотрит? 8 человек. Так. Всем здрасте, всем привет, всем... Ну что, дверь прикрой. Угу. Все, ставь. Так. Звезда Ютуба. Так, ну что, в чате вопросы. Ага. Должны быть. Ну, теоретически. Да. На которые, собственно, я и буду отвечать. Не будет вопросов, не будет ответов. Вот. Да. Что у нас из нового, интересного и последнего? Из нового, интересного и последнего у нас, собственно, как у нас Малышеву, блин, отвезли в реанимацию с сердечным приступом. Всю страну учат, как срать правильно, вот, как что попало делать и так далее. Элементарного не знает, как правильно пользоваться перцем, перцовой настойкой, вот. А ведь дама так-то еще не старая дама. Сколько ей? В районе 60. Для дамы это не возраст, в общем-то. Вот, в плане здоровья. А уж тем более для нее, профессора. Ну, либо надо признать, что профессора у нас все-таки не очень, да. Так, про синий йод. О чем вам про него рассказывать? В принципе, по большому счету, у меня все на сайте про него рассказано. Там в общей сложности примерно, даже, сейчас скажу, 3 страницы печатного текста машинописного. Понимаете? Вот. Пересказывать все это хозяйство здесь, сейчас, ну, наверное, будет неправильно. Достаточно туда зайти, набрать, значит, йод, там синий йод и все это хозяйство почитать. Элементарно. Вот. Так, давайте о том, о чем у меня, например, на сайте не написано. Да. Ну, наверное, да. Салям алейкум, шалом и так далее. Но, блин, все-таки сегодня как-то... Если все-таки шаббат, то работать-то нельзя, если мы евреи. Хотя, история знает, как шел один раввин и увидел на земле денежку. Он помолился, и случилось чудо. Ровно на 1 минуту вокруг стал четверг, что позволило поднять денежку. Вот. Так, также, если что,
наверное, и чудо тоже мы можем какое-нибудь, да, совершить. Иногда бывает. Так, замечательно. Всем привет. Всем здрасте. Что у нас еще из нового интересного? Вопросы давайте, вопросы. Иначе я сейчас начну рассказывать о политической обстановке в мире, да, и в России в частности. После чего, значит, меня загребут компетентные органы, и мы с вами больше не увидимся. Кстати, да, очень интересно с этими антисоветчиками. Как они говорят, полстраны сидела, полстраны охраняла. Да, но в этом случае должно быть как? В каждой семье либо охраняли, либо сидели, а то и то, и другое одновременно. Вот, но в моем семействе как бы никто и не сидел, в общем-то, что характерно. Да. А дед на фронт пошел, он был погранцом, вот, потом он учился, и потом его отправили на фронт только где-то в 43-м году, по-моему. Вот, то есть опять он никого не репрессировал, хотя, собственно, погранцы тогда у нас относились к НКВД. Вот. Так что как-то вот врут, по-моему, собаки. Так, тема дырявого кишечника. Очень интересная тема. Только как бы я не в курсе, а чего это там? Так, а что про сигареты? Так, с работами Климова. Немножко я ознакомился, начал хорошо, закончил нехорошо. Когда человек заканчивает антисоветчиной, а антисоветчик у нас всегда русофоб, это уже аксиома, вот, при том, что, значит, антисоветизм изначально базируется на домыслах, вымыслах, шизофрении или либерастии как диагнозе, ну, что я могу сказать? Начальные работы были интересные, а потом это все плавно ушло туда, куда уже чего читать, собственно, не стоит. Так. Он хвалил Сталина поначалу, а потом перестал. Вот из последнего он перестал. Еще раз говорю, скатился к антисоветчине. Все, мне сразу это становится неинтересно. Так, про сигареты, про вейп, айкос расскажите. А что там рассказывать? Ребят, там, собственно, все очень просто. Вся вот эта вот хренотень изначально базируется на... Че? Давай, че бомбина? Вся эта хренотень базируется изначально на водяных парах. Понимаете? Соответственно, все, что с водой, оно у нас все прекрасным образом всасывается в кровь. Особенно через легкие, через слизистую, тем более все это дело разогретое. Это замечательный способ что-то ввести в кровоток напрямую. Со всеми вытекающими отсюда, собственно, ребят, последствиями. Вот. То есть, либо это должны быть лечебные, целебные ингаляции, либо это будет здоровью, собственно, вредить. Потому что просто так ароматических масел нейтральных не бывает. Это тоже надо понимать. А плюс ко всему вот этот вот носитель, который там используется, это совсем нехорошо. Это совсем нехорошо. Вот, там в самом начале по вейпам говорили, что были смертельные случаи. Сейчас в Штатах, значит, уже больше 26 смертей зафиксировано непосредственно от вейпов. Причем не просто от отравления, а от последствий использования вейпа. Вот. Там фактически сжигаются легкие. Вот. То есть, а сколько этот вейп у нас, собственно, существует, да? Если у нас люди курили десятилетиями табак, самосад,
Во время войны эрзац табак курили. То есть, опять же, не настоящий табак. Вот. И все было, в принципе, более-менее, то с вейпами очень быстро начинаются последствия. Я говорил, я рассказывал, что вся вот эта вот борьба с табакокурением, это вытеснение вот этой вот всей публики курящей в сторону вейпов. То есть это чистый бизнес, ребята. Все. Когда речь идет о бизнесе, никто не будет думать о вашем здоровье. Если вас старательно от чего-то отговаривают и параллельно к чему-то призывают, ну тут надо задуматься, собственно. Так, что у нас? Отношение к кетодиете. Ребят, еще раз, любые диеты – это ограничения. Любые диеты – это ограничение. Это вынужденная мера, связанная с неполадками в организме. Надо организм в порядок приводить. Вот, не заниматься ерундистикой. Так. Удаление гланд влияет на прекращение развития порока, наверное, сердца при хроническом танзелите. Не-не-не, вопрос как-то неправильно у вас. Порок сердца, он обычно не развивается, он имеет место быть от рождения, а потом, соответственно, все это дело либо с возрастом компенсируется, вот, и так далее. Нет. Там бывает другое немножко. Удаление гланд дает осложнение на сердце. По одной простой причине, что у нас гланды являются, все-таки несут защитную функцию. Они стоят на пути инфекции. Вот. Соответственно, больше инфекции проникает, качество крови ухудшается и так далее. Так. Красные точки на теле, гемангиомы. Так, еще раз, либо гемангиома, это все-таки область, либо красные точки, вот эти вот, это уже не совсем гемангиомы. А что, собственно, рассказывать? Причина паразиты. Изначально. Причина паразитоз, ребят. Так, расскажите об искусственном освещении. Самое вредное — светодиоды, потом люминесцентные, наименее вредные для зрения лампы накаливания, галогенки. Не совсем. Не совсем. Тогда уж если брать самое безвредное освещение и полезное — это солнечное освещение, естественное, да. На втором месте, чего у нас должно стоять, освещение от огня, то есть свеча, лампа, там масляная, керосиновая, да. Потом уже, соответственно, лампы накаливания, вот. А дальше, смотрите, дальше по большому счету совершенно пофигу по одной простой причине. Важен в первую очередь спектр. Все. Вот у вас, что такое свет? Электромагнитное излучение, да, определенного диапазона. Вы видите, значит, от ультрафиолета немножко до инфракрасного. Все. Вот в этих пределах длин волн вы все это дело воспринимаете. Соответственно, если будет другая длина волна, там, короче или длиннее, вы это видеть перестанете. Все. Все остальное вот лежит в этих пределах. Если вы видите, вы это видите. Солнечный спектр, он настолько широкий, он захватывает вот это вот вообще все. И люминесцентные, и светодиодные. Там все подряд захватывается. Там ультрафиолет идет, и инфракрасное идет. Да, то есть, в том числе то, что лампы нам не дают. Ну вот, понимаете?
Так что вот эти вот рассказы, что это вредное, да нет, ребят. Не, можно, конечно, зафигачить себе, скажем так, освещение, сколько там, больше 6 тысяч, как оно там, теплота света-то, вот, 7200, по-моему, когда даже отбеленные зубы желтыми кажутся, вот, в косметологии лампы используют. Ну, жить при таком освещении достаточно сложно. Тем не менее, через некоторое время вы адаптируетесь под другое освещение, собственно. Все. Так. Как сделать анализ на гельминтов в домашних условиях, если такая возможность, насколько хороша? Есть симптоматика гельминтоза. По большому счету достаточно. Все. Там порядка 12 пунктов перечисляется. Если хоть один есть, значит есть уже подозрение на то, что гельминты есть. Присутствуют. Элементарно. Даже в лабораторных условиях не всегда есть возможность провести анализ. Потому что полный, нормальный, полноценный анализ на глистов надо проводить в стационаре в течение 3 недель. Я уже об этом говорил. Вот. И то это вам дает, ну, так, более-менее с определенной уверенностью говорить про 3-4 наименования глистов. А все остальные, еще 2 дюжины, они так уходят мимо. Так. В первую очередь симптоматика. В первую очередь. И да, надо изначально считать, что они в вас есть. Просто по факту того, что вы живете. Вот. Все. Собственно. Так, что думаете о плазмолифтинге? Не только в косметологии, в стоматологии, гинекологии, после родов. Свою же плазму вводят в проблемную область. Ну, раньше использовали другое. Раньше брали непосредственно кровь из вены, потом кололи внутримышечно медленно. Таким образом очищали кровь, например. Сейчас все то же самое, только чутка круче, блин. Все. Эффект дает. Дает уже хорошо. Так, стоит ли пить таблетки от паразитов? По большому счету смысла нет. Эффективность, смотрите еще раз. Таблетки от паразитов. Эффективность 90%. 90%. Повторность использования максимум 2 раза в год. Некоторые 1 раз в год. Иначе печень ваша быстро скажет вам: пока-пока, я на пенсию. Вот. При том, что растительные средства имеют эффективность, например, та же самая кора осины от того же самого писторхоза, эффективность 80%, но повторять ее можно, пожалуйста, хоть круглый год жрать в любых видах. То есть при таком количестве повторений эффективность ее стремится к 100%. Все. При этом абсолютно безвредная. Делайте вывод, собственно. Да, в лесу она причем продается бесплатно. Достаточно лешего попросить, чтобы он не ругался. Так, да, здравствуйте. Что хорошо выводит радиацию из организма? Блин. Так. Вот если бы я с вами раньше не общался, я бы подумал, что этот вопрос задает школьник. Да. У нас есть носители, да, радиационного излучения, жесткого электромагнитного, то бишь рентгеновского, значит, излучения. Вот. И, соответственно, мы должны выводить либо эти частицы каким-то образом, ну, либо мы должны бороться с последствиями этого излучения, которое, значит, каким-то образом уже навредило нашему организму. Бороться с последствиями исключительно поднятием иммунитета,
лошадиные дозы витаминов, микроэлементов, вот, и, соответственно, минимум излучений. Вот. То есть теоретически лечиться от последствий облучения надо у нас, ну, в районе, например, Кольского полуострова, вот, или мыса Бесов Нос, вот в тех краях. Там, потому что уровень, даже фоновый уровень радиации в разы ниже, чем в Москве, вот, и в разы ниже того фонового, который признан безопасным и естественным. Вот. При этом там низкая солнечная активность. Вот. Что опять же немножко так дает чуть-чуть. Да. И туда ехать с пачками витаминов, микроэлементов, значит, полноценного питания и так далее. Вот смотрите, у нас, например, товарищи, которые ликвидаторы, значит, аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На самом деле там вот погибли те пожарные в самом начале от ожогов. Все остальные, кто не погиб сразу в течение первых 2 недель, они до сих пор живы. Что характерно. Все. Все вот эти вот россказни о том, что там, блин, какие-то тысячи, блин, жертв, там вот этого вот всего, это именно что россказни. У нас достаточно регулярно как раз таки вот эти вот ликвидаторы, которые, значит, из Удмуртии, они собираются каждый год в годовщину, вот, во Дворце пионеров обычно, там рядом же стоит памятник этому всему. Вот. Я специально ходил с людьми, разговаривал на эту тему. Вот. Нормальные люди, не лысые. У них и дети есть, и внуки есть, причем и сделанные, там, рожденные уже после того, как они там в этом всем поучаствовали. Хвостов, там, 2 голов, там, 7 пальцев и так далее. Жабров там, чешуи не наблюдается. Ни у них, ни у их потомков. Все нормально с этим. Вот. Так что, еще раз, радиация — это просто приведение организма обратно в норму. Так, как лучше молоть красный перец? С семенами или нет? Мало того, что с семенами, еще и с хвостиком можно. Так. Спасибо большое за ваш рецепт для ускоренного сращивания перелома. Так хорошо снова ходить. Пожалуйста. Так, как повысить низкое давление? Надо разбираться, надо смотреть, что и как с организмом, вот, и так далее, какое давление сейчас, какие меры принимались, образ жизни, питание и так далее и тому подобное. Вот. Вот. Про ликвидаторов, да, все правильно, все верно. Так, скажите, осиновая кора уничтожает грибы в организме человека или чем можно вывести грибы из организма? Значит, смотрите еще раз. Дело в том, что вот у нас, как сказать, если представить все пирамиды в виде, все болячки в виде пирамиды, у нас получится вот в основании фундаментом это гельминтоз, сверху у нас трихомоноз, на вершине у нас будет рак, все остальное в промежутке. Еще раз, не будет гельминтоза и грибов не будет. Блин, вот я вам как, да, практически как доктор вот отвечаю. Я не врач, правда. Поэтому изначально необходимо выводить гельминтов, потому что именно на этом субстрате, который дает их дерьмо, прекрасно растут вот эти вот все грибы. Все. Можно, конечно, использовать непосредственно маклею и в качестве антигельминтового, и противогрибкового. Вот. Но, боюсь, обалдеете.
Вот, боюсь, обалдеете. На самом деле достаточно жесткое средство. Поэтому лучше всего заняться все-таки дегельминтизацией сначала, детоксикацией. Вот. Потом, соответственно, там восстановление микрофлоры, если не большие нарушения в организме. И, собственно, все. Собственно, все. Если местно необходимо, там грибки на ногах, там ногти, значит, руки, там в подмышках и так далее, сильный неприятный запах, ну, используйте либо маклею, начиная от спиртовой настойки, значит, и заканчивая просто сушеной, мелко молотой в кофемолке. И если нет, то хотя бы сангвиритрин. Вот. Он делается на маклее, правда, его эффективность все-таки пониже будет. Вот. Да, а так восстановление микрофлоры, если что, процесс достаточно долгий. Для того, чтобы восстановить микрофлору в кишечнике полностью, ну, порядка 3 месяцев требуется. Для того, чтобы восстановить микрофлору у женщины во влагалище, еще 3 месяца. То есть только после того, как восстановили в кишечнике, будет восстанавливаться, значит, и рядом. Так, уезжает на лето, давление нормализуется, при возвращении подскакивает за 2-3 дня, подскажите причину. Надо смотреть, но есть подозрение, что связано с почками. А не падает ли у него давление, например, после бани или в бане, или сауне, например. Вот. Иногда бывает таким образом, что давление именно не с сосудами связано, давление связано непосредственно с почками, слабая фильтрующая способность почек, слабая проходимость почек. Вот. Ну, грубо говоря, фильтр забит. В результате давление держится высокое. После того, как человек подвергся повышенной температуре, сбросил, так сказать, часть воды через кожу, все падает. То есть давление падает. Вернулся обратно, пьет-то как обычно же, да? Вот, все возвращается обратно. То есть вполне может быть и такой момент. Но иногда бывают, да, и достаточно чудесатые вещи. Человек рассказывал об аллергии на Москву. То есть уезжает куда-нибудь, там аллергия проходит. Возвращается в Москву, все начинается заново. И такое бывает. Да. Так, можно ли есть порошок кариосины, не заваривая? Есть ли ограничения по дозе? Нет, ограничений по большому счету нет. Можно есть и так, можно не заваривать. А смысл-то? Я понимаю, что это самое... Извращение – это штука такая интересная, поле, как всегда, не паханое, а смысл-то? Вот. Смотрите, у вас всегда стоит вопрос о том, каким образом воздействовать на тех, кто живет в кишечнике. Либо вы воздействуете непосредственно через кишечник, и тогда вы используете, соответственно, какие-то водные растворы или сухие вещества. Либо вы воздействуете через кровь, когда вам особенно необходимо воздействовать непосредственно на толстый кишечник. Вот. Либо на тех гадов, которые в тонком кишечнике уже просочились сквозь стенку, ушли в кровоток и теперь путешествуют по организму. Вот. Собственно, все. В любом случае, вот этот порошок, он, как сказать, он требует воды. Либо вы его запьете, да, или вы его размешаете в воде и потом выпьете. Либо, соответственно, он у вас наберет эту воду там. А обезвоживать организм все-таки, ну, я бы не рекомендовал. С этим надо как раз-таки бороться. Практически все
живут в диком в обезвоженном состоянии. Вот. Уровень интоксикации, он зависит, скажем так, с одной стороны, да, от количества токсинов, все правильно, а с другой стороны, извините, надо здесь что? Моли считать, да, как в школе, на химии. Потому что вот это вот соотношение, количество, значит, токсинов, соотношение воды, оно вам и дает. Вот у вас больше сухого вещества, меньше воды, концентрация выше, эффект отравления выше, больше воды при том же количестве сухого вещества. Что у вас будет? Концентрация ниже, эффект ниже и так далее. Понятно, да? Вот. Человек на самом деле, если умирает не от травмы, то всегда умирает от обезвоживания, заметьте. Практически все, ну там за исключением каких-то там случаев типа инсульта, инфаркта, там, ну это фактически уже можно к травме приравнять, там разрыв идет. Вот. Всегда человек перед смертью высыхает, фактически. Так. Полезно ли кушать семечки с шелухой? Не будут ли последствия? Да ради бога, если у вас все это дело переваривается и, грубо говоря, задницу не царапает на выходе, господи, ешьте. Так, в квашеной капусте есть молочная кислота. Если есть, значит она вредна. Вопрос не в том, что есть, чего нет, а вопрос в количестве. Вот. Понимаете? Вы не сможете съесть столько квашеной капусты, чтобы вам навредила именно молочная кислота. Элементарно. Вот. С одной стороны, да, молочная кислота, она вроде как вредна. С другой стороны, значит, она все равно образуется в организме. Там, вследствие определенных химических реакций. Например, при расщеплении глюкозы, там, получении кучи всего там, и так далее и тому подобное. Вот. Так. Подруги поставили диагноз ВИЧ, назначили кучу таблеток. Слышал, что пациенты от самих таблеток умирают. Дайте совет, как быть. Головой думать. Думать головой. В первую очередь. Все. Еще раз. Еще никто не умер от ВИЧ. Заметьте. Еще никто не умер от вируса иммунодефицита человека. Умирают от других болезней. Ну, наверное, как-то с ними надо бороться. Правильно? Вот. У нас есть такая, почему вот эти вот все таблетки, которые являются по большому счету иммунодепрессантами, почему они дают определенный какой-то эффект? Потому что любая болезнь это симптоматика. В первую очередь, понимаете? То есть вот, окромя клинических анализов, количество там бактерий на литр крови условно, да, вот, у нас есть определенная симптоматика. Чем ниже иммунитет, тем слабее симптоматика, потому что симптоматика, внешнее проявление болезни, это обычная иммунная реакция. Когда у человека иммунитет очень низкий, он говорит, что он не болеет ничем. Я встречал людей, у которых не СПИД, не ВИЧ, но им говорят, у тебя иммунитет там близок к нулю. Вот. Тебе надо иммунитет повышать. Человек говорит, блин, как так получается, что иммунитета нет, но я, говорит, там ни ОРВИ, ни ОРЗ, ни гриппом не болею. Все, говорит, вокруг ходят, чихают, плевят, а мне, говорит, пофигу. Ну, все потому, что у него просто нет иммунного ответа. Все. Понятно, да? Вот. И еще раз, что я хочу сказать. Всегда подобная фигня, снижение иммунитета начинается с гельминтоза. Всегда. Понятно, да? Вот.
Так. Василий Андреевич, можно ли в рецепте от паразитов, где нужен коньяк, использовать настой коры дуба на самогоне вместо коньяка? Ну и чем настой коры дуба будет отличаться? Нет, еще раз, значит, смотрите, все-таки коньяк это спиртовый настой не на коре дуба, а на самом дубе, фактически. И дубильных веществ там немного. Если вы переборщите с дубильными веществами, вы получите запор, в то время как вам надо всего лишь, чтобы глист там скукожился, перестал дрыгаться, вот, а потом вы его, соответственно, вывели при помощи, значит, какого-то слабительного. Понимаете? Вот в чем дело. А если вы заблокируете работу кишечника, в смысле перистальтики, ну и какой эффект-то вы получите? То есть вот здесь вот давайте аккуратно. В конце концов, я уже говорил, можно использовать вместо коньяка, например, ром. Только все-таки ром не белый, вот, а цветной. Он, если что, дешевле коньяка. Вот. А коньяк, опять же, чем хуже, тем лучше на самом-то деле. Вот. Да, опять же, там вариантов по большому счету много. Вот надо просто понимать, как это все хозяйство работает, и все, собственно. Вот. Так, продают чистый капсаицин, будет ли он полезен с пищей, настойки делать? Вы знаете, вот на эту тему, смотрите, есть такие интересные вещи. Вот есть трава маклея, да, есть сангвиритрин. Сангвиритрин – это вытяжка активного вещества из этой самой маклеи и так далее. Но там научные институты над этим работали, они там, значит, до сих пор все это дело выращивается, вытяжку делают там и т.д. и т.п. Но в качестве противогрибкового сама трава эффективнее, чем вот эта вытяжка, понимаете? С чем связано? Ну, блин, значит, есть что-то еще, кроме активного вещества. Точно так же с перцем. Можно, конечно, жрать капсаицин сам по себе. Но использовать в составе перца почему-то получается значительно интереснее и эффективнее в конечном итоге, что характерно. Вот. Поэтому лучше используйте все-таки перец. Это в конце концов даже и вкуснее. Так. Добрый вечер. Да, в родственнице отек легких. Откачивают жидкость. Врачи назначают мочегонные. При попытке объяснить, что необходимо больше пить воды, смотрят на меня большими глазами. Но, значит, еще раз. В бытность юности, да, я учился в одном учебном заведении. Мы, значит, друзья-однокашники в другом учебном заведении. На врачей учились, да, в том числе. Я в свое время ходил на этот факультатив, собирался поступать в мединститут, но пошел по юридической линии, да. Так вот. Вместе видел я, как они готовились к сессиям. В том числе я, значит, им помогал готовиться к сессиям. Ну, да. Там одногруппницы их готовились, значит, к сессиям. Да, мы им помогали готовиться к сдаче зачетов, там, экзаменов и так далее. И в результате, значит, есть два товарища, которые закончили в один год фактически один и тот же факультет. Ну, во всяком случае, один и тот же мединститут. Я их спрашиваю, при пневмонии, я говорю, надо что, блин, надо сушить легкие? Или надо воду пить ведрами, если есть отек?
Один мне сказал, надо пить воду ведрами, второй, значит, мне сказал, что надо сушить. Понимаете? Вот говорят про юристов, 2 юриста, 3 мнения. У врачей та же самая фигня. Все. Поэтому их не надо спрашивать, не надо. Если профессор, значит, с кафедры нефрологии умирает на гемодиализе, ну, что дальше надо комментировать? По-моему, больше нечего здесь комментировать. Так. Воду надо пить. Пить надо воду. Вот. Да, там воды нехватка. Дикая нехватка. Так, яблочный уксус. Ну, в принципе, да, лучше использовать его, чем синтезированный химический. Так. Дисфункция щитовидной железы, о йоде, его хелатных формах и так далее. А что именно-то, собственно? Ну, дисфункция. Почему дисфункция? Потому что в этой щитовидной железе поселился какой-то паразит и теперь отравляет эту щитовидную железу изнутри. Вот. Потому что биологическая жизнь – это у нас цепочка химических реакций. И, соответственно, если в эти химические реакции вы добавляете какие-то посторонние химические вещества, то реакция начинает протекать не так, как надо, а, соответственно, уже с ошибками, там, в том числе накопительного характера и так далее. Делайте выводы. Так, почему человек, заблудившись в лесу, ходит кругами? Потому что у него, скажем так, он обычно правша делает правой ногой шаг больше, чем левой ногой. Вот заметьте, в левую сторону вам поворачивать легче, удобнее. На велосипеде, например, на автомобиле. Ну, автомобиль, ладно, хрен с ним. На велосипеде он, сволочь, симметричный, да, в отличие от автомобиля. Но налево поворачивать всегда удобнее, чем направо. Что характерно. Вот. И сколько я наблюдал, обычно велосипедисты норовят развернуться все равно через левое плечо. Блин, ну как будто их всех через армию пропустили, и теперь они выполняют команду кругом через левое плечо. Вот. Все. Поэтому он и забирает влево. Соответственно, правой ногой делает шаг больше, и он и так и это самое уходит по кругу. Все. Все просто. Именно поэтому и говорят, что надо использовать какие-то ориентиры, намечать для себя ориентиры и идти на него. Так, использовали никотиновую кислоту, чтобы паразиты не откладывали цисты в человеке? Нет, неправда, неправда, неправда. Так, очень интересно, но ни хрена непонятно. Ну, ничего страшного, бывает, бывает. Так, где можно купить траву маклею? Если что, информация вся, собственно, у меня лежит на сайте. Вот. Есть там материалы непосредственно по маклее, и там сказано, где ее купить. Либо есть там на самом сайте, слева внизу, друзья сайта, сайт Зори Трав. Вот. Там тетенька продает маклею. Вот. Это единственное место там, возле нее, где эту траву выращивают промышленным способом. Все. Вообще на территории России. Так. Так, у человека 80 лет. Утром в момент пробуждения повышенная слизотделение из ротоглотки. Так, в течение дня такого больше не наблюдается. То есть, все это хозяйство, организм вытолкнул либо из желудка, либо из дыхательной системы вот эту вот слизь, которую человек проглотить не успел. С чем связано? Вопрос отдельный. Может быть с глистами? Да. Может быть нарушение солевого баланса в организме?
Да, и такое может быть. Вот. Собственно, все. Может быть, кстати, из-за того, что, как сказать, спит очень крепко и глотательные движения во сне делает очень редко. Поэтому оно успевает вот так накапливаться. Так. Аллергия на амброзию тоже может быть связана с паразитом. Аллергия связана всегда с избытком какого-то активного вещества в организме. Именно с избытком. Аллергию можно получить не обязательно с глистами, можно и без глистов получить, работая на каком-то предприятии. Например, на полиграфическом предприятии. Вот. Если у человека выделительная система не справляется, будет происходить накопление. Амброзия, да, блин, зараза та еще. Почему ее до сих пор не вывели, не знаю. Вот везде с тополями борются, видите ли. Вот, с амброзией почему-то нет. На амброзии очень много аллергии. Видимо, вещество очень активное, цепкое там и так далее. Из тех, которые плохо выводятся. Так, с возрастом 66 лет. Слух стал хуже. Как можно улучшить это? Или это возрастное? Спасибо. Ну, во-первых, да, возрастное все-таки. Это нормально. Вот. Перепонная барабанка, или ты видишь барабанная перепонка, она становится просто немножко грубее, чувствительность снижается. Вот. Поэтому, да, высокие частоты уже воспринимаются хреновастенько, низкие лучше. Вот. Но на всякий случай можно, например, провериться на наличие пробок в ушах. Иногда, кстати, тоже такое вот бывает. А так вообще анекдот сразу вспоминается. Вот. Сидят два старика, значит, на лавочке. Помнишь, говорит, нам в империалистическую, когда, говорит, мы с тобой в окопах сидели, бром давали, чтобы мы по бабам не бегали. Да помню, когда это было-то? Да, говорит, только вот сейчас действовать начал. Понятно, да? Вот. Бывает возрастное, бывает чего-нибудь еще. У меня, например, левое ухо слышит лучше, правое хуже. Я связываю это хозяйство с тем, что стрелял достаточно много, в том числе, значит, из автоматического оружия. Приклад, тут как раз таки правое ухо. Вот. И так далее. Так, достаточно ли для профилактики есть чеснок, лук, редьку и так далее, свежие более-менее регулярно? Вот лучше более регулярно, чем менее регулярно, да. Достаточно-то оно достаточно, вопрос только опять же сколько, в каких условиях вы находитесь относительно там местности, относительно сколько там этих гельминтов вокруг в почве и т.д. и т.п. Вот. А так, да, это нормальные, естественные, природные средства. Дело в том, что все равно они в организм попадают. Вопрос второй, насколько они успевают укрепиться и размножиться. Вот в чем дело. Для этого, ради бога, бывает, чесночку не поели или наоборот, значит, молочка вам захотелось. Ну, хоть захотелось организму молочка. Вот. Вы поели, значит, там молочка, попили там каши молочные, супчики молочные. Ну, что-то вас потянуло. Ну, замечательно, все. Глистам только того и надо. Вот. Они размножились, вы что-то заполучили. Все. Покой нам только снится. Снова борьба. Так, можно ли избавиться от храпа? Есть такая теория, что храпят, опять же, значит, когда есть глисты. Вот. Фиг его знает. Может быть.
Ну, в принципе, при помощи электрошока даже заикание лечат. Да. Храп, по-моему, тоже лечат. Ну так, чтобы я этим занимался. Так. Нарушение целевого баланса. Как определить, как восстановить? Покачать надо. То есть банально покачать вот это вот на весах. То есть поесть солененького, нравится, не нравится, попить водички. Вот. И так далее. И оно само все в норму-то придет. Устаканится. То есть кушайте какие-то солености. Огурчики, помидорчики, капустку. Вот, например, или, значит, там рассольнички варите. Вот, тут же, значит, соответственно, делаете какие-нибудь пресные лепешки, например. Вот, то есть вот таким вот образом на весах качаете. Смотрите, когда вам чего надо, когда чего не надо, водички там больше пьете. Это на самом деле это все-таки больше кулинария, нежели ядерная физика. Так. Что делать при диагнозе СРК с запором? СРК это чего? Так. Почему во сне ребенок скрипит зубами? Потому что глисты. Это один из характерных симптомов гельминтоза. Вот. Получается таким образом, что у нас и так у стенок кишечника чувствительность пониженная. Вот, там очень мало нервных волокон, которые отвечают за передачу именно болевых импульсов. А вот эти вот гады, они еще выделяют в этой слизи, которую, значит, глисты выделяют в качестве смазки, чтобы им же было легче пролезть, как тот слизень. Вот, там присутствует анальгетик. И получается, что эта сволочь пытается буровить стенку кишечника. Теоретически это должно вызывать боль, но на самом деле оно вместо боли вызывает сильное беспокойство. Как еще Терминатор говорил там в фильме, когда его спрашивают, что ты ощущаешь, когда в тебя пуля попадает. Я, говорит, у меня ощущение потери. Вот. Вот точно так же здесь ощущение потери сильное. Это приводит к спазмам. Вот. Из-за этого человек сильно сжимает челюсти и получается, что скрипит. Вот. Что скажете про спектр ультрафиолетового излучения современных светодиодных ламп? Очень низкий, очень низкий. Практически неощутимый, совершенно безопасный. Иначе бы мы спокойно под ними загорали. Вот. Так, можно ли касторовым маслом очистить кишечник? Правда ли? А еще в армии говорили, руки после чистки оружия мыть тщательно, с мылом, в столовую, значит, с руками масляными идти нельзя, иначе обсеришься. Вот. Не знаю лично у меня, что касторка, что оружейное масло, которое я пытался использовать в качестве слабительного, перевариваются. Вот. Еще раз, там эффект очень простой. Это масло, да, его надо расщепить. Организм масла растительные вот такие вот расщепляет при помощи желчи. Желчь имеет побочный эффект. Она усиливает перистальтику кишечника. То есть вот эти вот движения кишечника, при которых происходит, значит, движение каловых масс. Все. То есть в первую очередь вам требуется не масло, вам надо обеспечить желчеотделение, например. Можно использовать солевые слабительные. Вот, например, у меня есть замечательный материал на сайте, называется «Чтобы полегчало». Материал открытый. Вот. Там написано, как сделать слабительное солевое, Баркал. Раньше его делали, продавали в аптеках. Сейчас его делать и продавать перестали. Но там написано, как его можно сделать в домашних условиях. Все компоненты приобретают, 2 компонента покупаются в этой же аптеке.
Вот, там магнезия и тиосульфат натрия, и плюс там чуть-чуть пищевой соды. Все. 3 дня попьете, значит, баркальчику перед сном. Да. Еще недельку только тиосульфата, а потом еще недельку будет достаточно просто добавить воды, и все. Угу. Вот. Только баркал перед важными мероприятиями лучше не пить. Да, это уже проверено. Потому что человек становится быстрым, резким. Так, можно ли при внесении навоза на дачный участок занести паразитов, которые затем могут попасть с грязными овощами к человеку? Не просто можно, а обычно так и происходит. Именно поэтому никогда не используют свежий навоз. Навоз обычно, значит, скирдуют в кучу, накрывают пленкой, вот. И там внутри происходят процессы окисления, ферментации, причем температура там длительная и высокая. И вот там все вот эти вот яйца выгорают фактически. Вот такой вот навоз использовать можно. Понятно, да? Именно для этого его так выдерживают. Во-первых, он, да, не вызывает уже ожогов у растений, вот, легче ими усваивается. Во-вторых, вот в этом в том числе польза. Так. Но, кстати говоря, сейчас есть, по-моему, препараты, я встречал, есть препараты, которые добавляются, например, в свежий навоз, и они обеспечивают гибель цист или яиц глист. Именно для этого препараты разработанные. Вот. То есть в интернете можно поискать. Так. Синдром раздраженного кишечника с запором. Но обычно синдром раздраженного кишечника дает как раз таки понос. А что бы запор? Блин, надо смотреть, разбираться. Это лучше на консультацию. Да. Вот, Николай, значит, ссылку выложил, чтобы полегчало. Так, добрый вечер, добрый. Племянница с полугода, сейчас ей 2,5, регулярно лежит в больнице, ставят бронхит, сейчас уже астму, под вопросом антибиотиками обколят, вот ныне там, что нам делать? Глистов гонять. Глистов гонять. Вот, не будет глистов, не будет бронхита, не будет всего остального. А дальше там, если пойдут необратимые изменения в тканях, ну, блин. Дело в том, что на глистов антибиотики-то не действуют. Что их антибиотиками-то лечить? Они же здоровые. Детей на самом деле от глистов, вот особенно в таком возрасте, там где-то лет до 4, вообще без проблем-то, собственно, лечить. Там достаточно отрегулировать питание, правильное питание дать, и все. Минус сахар, минус молочка, блин. Вот, да, просто добавь воды, да. Хороший рецептик, работает ведь, да? Так, подскажите, у ребенка 5 лет, 2 раза в месяц поднимается температура до 30, без признаков простуды, держится сутки, через день бегает как здоровый. В чем причина? Врачи несут бред. 2 раза в месяц. Не знаю. Не знаю, надо смотреть. То, что он бегает через день как здоровый, это да, там энергии куча, но, судя по всему, присутствует какая-то болячка, у которой инкубационный период порядка 1,5 недель, которая вот очухивается через некоторое время. Потом, соответственно, значит, снова начинает развиваться, температура 39 поднимается, дает ей по голове, но температура, судя по всему, поднимается недостаточно высоко, и вопрос с болячкой решается не полностью.
И потом она снова пытается вот таким вот образом. Скорее всего, как-то так. Вот. На самом деле 39 для ребенка, если у него нет патологии мозга, патологии сердца, это не температура. Там беспокоиться надо при температуре примерно 39,6. Вот. Уже можно начинать. Если температура не падает там больше 40 минут, например, значит, опять же, температура недостаточно высокая. Вот. Все. Есть инфекции, которым требуется температура выше 40. Что теперь? Да всех напугали, что температура высокая там, туда-сюда. Ну. Так. Причины закрученных вплоть ногтей – это не самые аскариды. Не знаю, с этим вопросом никогда не сталкивался, не разбирался. Ничего не могу сказать. Скажи, как лечиться от простатита. То ли скажи-ка, то ли скажи как. Вот. Как лечиться от простатита? Знаешь, так скажу, лучшее средство от импотенции – это пантокрин из собственных рогов. Вот, да. Если что, видео на эту тему у меня есть, рецепт на сайте лежит, причем доступен бесплатно. Но лучше обращаться, наверное, все-таки на «вы». Нас, по-моему, друг другу еще не представляли. Так. Когда заказываешь на Зоре Трав, нужно заказывать по телефону. Ну, в принципе, лучше по телефону. Можно по почте, это будет просто дольше. Из-за последнего у тетеньки, которая этим занималась, у нее проблемы со зрением. Вот, ей чрезвычайно сложно что-то читать. Поэтому там приходила девочка, вот, чтобы читать сообщения, почту там и так далее. Приходила раз в неделю. Таким вот образом. А телефон, это было достаточно быстро созвониться. Так. Сладкое тоже не дают. Вопрос, чем другим-то кормят? Да. Атопический дерматит. То есть, опять же, что-то там уже присутствует такое нехорошее. Чем кормят-то? Кормить-то надо. Блин. Зеленью. А не крахмалистыми кашами, как обычно делают. Так. Политический вопрос. Как относитесь к объединению России и Белоруссии? Значит, смотрите, я с большим одобрением отношусь к объединению России, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины, Прибалтики, прочей Средней Азии и так далее и тому подобное. Вот. К возврату Советского Союза. Потому что Советский Союз имел геополитические, как сказать, границы. Вот. Замечательные границы, которые позволяли прекрасно сопротивляться. Вот как дом имеет наружные стены, да, вот точно так же и здесь. В пределах дома можно жить, да, каждый там в своей комнате, но вести дела сообща. Это всегда лучше, чем порознь. Вот это вот разделение, блин, на Россию, на Белоруссию, на отдельно Украину, это абсолютно искусственная вещь. Если мы не будем объединяться, то нас разъединят дальше, потому что ту же самую Украину можно делить дальше. Вот, пожалуйста, вам Донбасс отдельно, да, там, Крым точно так же отдельно. Ладно, он к России отошел, а не к Турции, потому что там
Были замечательные такие планы туркам все это дело приватизировать. Так-то, если что. Можно спокойно, значит, делить Украину. Там есть западные области, и, собственно, Польша уже готова к этому. Вот. И Румыния даже готова к этому. Закарпатье себе там хапнуть. Вот. Точно так же готова, значит, Белоруссия уже быть поделенной на восточные, западные, центральные области. Вот, понимаете, Россию можно делить точно так же. Здесь у нас есть Татария, Башкирия, Удмуртия и так далее. Вот. Либо объединяемся, либо нас разделяют. Все. Здесь все очень просто. Все-таки банально для сравнения, да, какая промышленность была в Советском Союзе, какая промышленность сейчас. В Советском Союзе выпускали в год 1 200 000 автомобилей. В год выпускали 1 200 000 автомобилей. При этом что у нас было? Дикий дефицит. Люди в очереди стояли машину купить. Вопрос стоял не где деньги взять. Вопрос стоял машину купить. Новую. Понимаете? Вот. Автомобиль был в дефиците. Сейчас на территории России в год продается чуть больше 900 тысяч. Ой, на территории бывшего Советского Союза, значит, продается чуть больше, там 930-940 тысяч автомобилей в год. И это при том, что практически все машины идут в кредит. Вы чувствуете разницу вот эту вот? Я прекрасно помню времена, когда, значит, Волга, которая стоила там официально 11-12 тысяч, в реальности продавалась за 25 тысяч, бэушная, там где-нибудь на Кавказе, в Средней Азии и так далее. Покупательская способность сумасшедшая, машин не хватало, промышленность работала, блин. Несчастный Запорожский завод строил планы по выпуску новых автомобилей, причем замечательных автомобилей. Там та же самая Таврия. Вот, там единственное, что, движок бы ей получше, и было бы замечательно. Вот. И так далее. Практически в каждом месте был свой автозавод. В Грузии был свой автозавод. В Прибалтике были свои автозаводы. Вот. И так далее. Как-то так. Так, по рецепту от диабета. Пить 4 полных стопки, запивая газировкой, пробовал, тяжело, остановился на 2. Не-не-не, не совсем. Не совсем. Но это все... Ай. Так, не совсем. Вот чай, да? Замечательный, классный, вкусный чай. Все как по рецепту. Туда можно добавить, например, сахару, чтобы он был сладким, как положено. Туда, например, можно добавить тот же самый ром или коньяк. А еще будет замечательно, да? Вот. Эффект от одной рюмки на такую кружку будет примерно такой же, как от 2-3 рюмок без кружки. Задача этим коньяком расслабить глиста, сахаром выманить, значит, дубильными веществами расслабить его гладкую мускулатуру, чтобы он не дергался. Вот. И, соответственно, газировкой его фактически смыть. Все. Точно так же можно, например, использовать в течение дня несколько раз там чисто перцовую настойку,
Ну, по пару там, по 2, по 2,5 кубика за раз. Несколько раз подряд. Ну, там с определенными промежутками. Минут в 20-30. Тоже эффект будет очень интересный. Но там, правда, веселее получается. Да. То есть сам принцип, а дальше уже как хотите. В общем-то, можно, да, можно сидеть, все это дело попивать, вот, запивать там и так далее. Вопрос не напиться самому, а напоить глиста и смыть его. Вот. Да, да, либо регресс, либо прогресс. Все правильно. Инфантильным дебилом не объяснить. Страшный совок, миллиард расстрелов, Колыма. Ну, да, все правильно. Как говорят, плана Даллеса не существует, но почему-то он действует, да, и приводится в исполнение, что характерно. Вот. Если первые лица государства будут рассказывать всякие страшные вещи, глупости, открывать памятники, значит, военным преступникам, ну, к чему это все приведет? Так, стоит ли лечить ОРЗ фераном? Можно ли забить гвоздь 200-й айфоном? Ну, если постараться, то, наверное, да. Но это будет слишком дорогой гвоздь, да? Вот. Для ОРЗ другие рецепты лучше, а ферран для ОРЗ нет, он для других вещей предназначен, собственно. Восстановить все в пределах СССР шанс есть. Шанс очень хороший. Вот. Но, опять же, в первую очередь это все хозяйство должно, как сказать, пройти, опять же, со стороны армии. Вот точно так же, как еще даже февральскую революцию, даже не октябрьскую, а февральскую, да, инициатива шла от военных, в первую очередь. Ну, там, да, там либералы мутили воду старательно, но настояли на отречении царя все-таки в первую очередь военные. Вот. Они же, причем тогда же было два генеральных штаба, один генеральный штаб, как именно высший штаб армии, и второй генеральный штаб, это тот, который занимался разведкой военной, из которого у нас потом ГРУ-то получилось, собственно. Вот этот штаб, из которого получилось ГРУ потом, вот он, собственно, поддержал Октябрьскую непосредственно уже революцию, значит, и людей, которые ее, собственно, делали. Фактически при поддержке вот этого генерального штаба-то у нас и получилось распространить советскую власть нормально по всей территории Российской империи. В первую очередь. Вот. Это обусловлено определенными политическими, там, социальными, экономическими процессами. Сейчас абсолютно все то же самое. Вся та же самая ситуация. Один в один. Вот. Без военных ничего не получится. Вот. Так. Коньяком заливал столовую ложку каенского. Ну, а зачем столовую-то? Там достаточно третьей ложки чайной. Не надо столовую. Много хорошо, тоже нехорошо. Коньяком заливал столовую ложку каенского, блин. Не, я понимаю, сам извращенец. Как это говорится, блин, люблю извращения, да, видел извращенцев, сам извращенец. Но чтобы так извращаться, блин, нет, ну зачем? Так, какой срок годности у феррана? Никакого. Если он не высох. Единственное, он может только высохнуть.
В этом случае сухое вещество надо будет заново молоть, а у вас такой кофемолки нету. Вот. Какое должно быть правильное питание школьника начальных классов? Какие продукты более полезны на завтрак, обед, ужин? Ой. Питание должно быть полноценным. Оно должно содержать... Блин, опять же, статья у меня на эту тему на сайте есть. В открытом доступе. Зависит очень много от местности, от климатических, погодных условий и так далее. Вот. Еще лучше поискать книжки по питанию для детских учебных заведений, вообще детских заведений. Вот. Там достаточно хорошо все это представлено. Мясо должно быть, зелень должна быть. Углеводов, да, должно быть достаточно, чтобы была энергия. Организм молодой, растущий, энергии требует массу. Зелени должно быть много. Вот. Мяса должно быть много. При этом не курятины, говядины должно быть много, достаточно. В первую очередь, чтобы железо-то было. Вот, опять же, смотрите, у нас Авиценна говорил, подобное лечить подобным. Значит, то есть, чтобы нормально формировались внутренние органы, эти самые внутренние органы надо употреблять. Свиные, говяжьи, вопрос отдельный, вот, и не принципиальный. Но порог сердца быстрее зарастает, когда там проблемы с клапаном, да, быстрее все это дело решается, если человек употребляет, ребенку дают, значит, отварное сердце по чуть-чуть, но каждый день. Это потому что нужны аминокислоты, и в том числе, информационный материал в том числе, понимаете? Почки проще лечить. Опять же, если употреблять почки. Ну не надо много, не надо все это дело каждый день килограммами, толку не будет. Понемножку, но каждый день. Печень поэтому надо обязательно. В Грузии, вообще на Кавказе есть замечательное блюдо хаш называется. Это когда варится, значит, говяжий желудок. Его, правда, надо хорошо промывать. Там может быть и аромат такой специфический при его варке. Но результат. Хаш варят грузинские женщины своим мужьям после длительного застолья. Чтобы с утра, понятно, муж проснется с головной болью, ему будет нехорошо. Вот, ему надо будет хаш, чтобы он восстановился. Голова болит, потому что нарушен солевой состав крови в том числе. И он прекрасно справляется с этой задачей. То есть, сами представьте, какой микроэлементный состав там получается. Вот. Причем кто-то ест только бульон, кто-то ест, значит, вместе с мясом режет. Вот, туда добавляется чеснок, туда лучше всего, конечно, добавлять мацони, либо кислое молоко, лучше простоквашу. Вот. Зелень, опять же, рубленая. Во! Вещь. Понимаете? Это все хозяйство желательно употреблять, да. Вот. И это должно, соответственно, быть у растущего организма. Вот. А дальше там есть определенные, в том числе, предпочтения у этого самого молодого организма. Вот. У меня, например, в семье заведено, значит, вместе решать, что, собственно, готовить. Кто что хочет. И, соответственно, потом сходимся на чем-то конкретном. Вот. Потому что это важно, что именно организм хочет-то. Его можно, конечно, кормить всяким, да, а требуется ему что-то другое. Вот. Так. Что можно сказать о качестве йодосодержащих препаратов в аптеках? Ну, есть они там, уже хорошо. Йодид калия, йодат калия, в первую очередь. По большому счету, больше вам ничего не надо. Все.
Как называется, это вопрос уже отдельный совершенно. Чем круче название, тем выше ценник. Лучше использовать все-таки йодированную соль. Да. Можно ли сейчас заготовить кору осины? Можно. Бытует мнение, что весной нужно заготавливать. Не мнение бытует. Еще раз объясняю о том, что осина обладает противогельминтным свойством, начал рассказывать я в интернете. О том, что осину необходимо заготавливать в конце весны, начале лета, тоже начал рассказывать я в интернете. До этого никто больше об этом не говорил. Понятно, да? Но там-то я объяснял, на своих-то ресурсах я это объясняю. Почему? Я-то говорю, что это надо делать, когда максимальное сокодвижение происходит. Тогда кора отделяется легче всего. Вот в чем дело-то, собственно. Зимой ее приходится просто именно срезать ножом с дерева полосками. Вот. Уже не получится таким образом, что вот так вот тут надрезал, вот так вот в круговую, значит, надрезал, и потом целиком, значит, кусок снял. Уже все. Зимой и осенью, естественно, так не получится. Так получается только во время максимального сокодвижения. Понятно, да? Вот и все. А если надо сейчас, соответственно, ну идете и режете сейчас. Просто снимать тяжелее будет. Да. А так хоть зимой. Так, если по утрам горло тоже болит, что еще можно использовать? Да там все что угодно. Можно полоскать солью, можно полоскать содой, можно полоскать йодинолом. Только разводить его не надо, этот йодинол. Можно мазать люголем, например. Можно, значит, полоскать и немножко там попить отвара ромашки. То есть вариантов-то здесь достаточно много. Вот. Вариантов много. Да. Так, в чем причина дискинезии желчевыводящих путей? Воспалительные процессы, в первую очередь. Воспалительный процесс из-за того, что там живет не тот, кто надо. Живет он там, потому что была возможность там поселиться, потому что его не смывало желчью. Вот. Все, то есть круг замкнулся. Желчь плохо отходит, потому что ее мало потребляли. Все. Так, как относитесь к натуральному кофе? Да ради бога, в принципе, я уже рассказывал про кофе. Да, вон Николай, значит, дает ссылку на статью про кофе. Но все-таки, понимаете, кофе это, как сказать, ну, в молодом возрасте лично у меня было, значит, как? Вот так вот, тынц. То есть, либо я сплю, либо я бодрствую. Переходного состояния у меня практически никогда не было. Несмотря на то, что там не спал иногда по 3 суток, больше там не спал. Либо я бодрствую, либо я сплю. То есть, открыл глаза, все, я проснулся. И кофе мне, например, не требовался. Ну, соответственно, в том возрасте, когда, с утра еле отскребаешься, вот, там несколько чашек кофе это уже лишнее. Одной, чтобы проснуться, достаточно. Так, потому что много адреналина это нехорошо. Так, от чего может быть тяга именно к печени трески? Нет, к печени трески, скорее всего, у вас не хватает вот рыбьего жира, то есть набора витаминов, которые содержатся именно в рыбьем жире. Вот. Таким вот образом.
Причем вполне возможно, что именно этот состав именно в печени трески. Кстати говоря, да, штука очень интересная. И очень многим хочется. И именно поэтому, наверное, она такая дефицитная. Что-то сейчас найти не могу. Да. А так хорошая вещь. Организм умный, он знает, что ему надо. Лецитин тут уже не поможет. Коньячный сладкий чай, в том числе, да, можно с перчиком его там пару щепоток. Да, в том числе с минералкой потом можно. Именно, все верно. Так, во вчерашнем рагу мясо с овощами остаются полезные вещества или стоит каждый день свежее готовить? Ну, остаются, а куда они денутся, если они сегодня там были, после варки остались, завтра они куда денутся? Там же и лежат, собственно. Так. Съел натощак пол чайной ложки каенского перца, в результате адские боли. Это нормально, так должно быть, или у меня язва? Не, это, во-первых, есть натощак каенский перец, это уже не совсем правильно. Вот. Если есть неполадки с желудком, там язва, гастрит, да, вот тогда как раз-таки вы и получите вот такие вот веселые, интересные ощущения. Поэтому лучше всего, чтобы, ну, мазохизмом-то не заниматься, лучше всего все-таки его применять перед обедом, перед ужином. Таким вот образом. А перед завтраком, не, это, опять же, извращение. Это не лекарство, его не надо принимать там по 3 раза в день. Это все-таки кулинария. Вот. Так, как относитесь к теории сдвига полюсов Земли? Есть мнение, что современные участившиеся погодные и природные катастрофы, аномалии погоды связаны именно с этим. Ну, это нормально все. У нас, смотрите, классический генератор устроен каким образом? Есть ротор, есть статор, правильно? У нас, соответственно, точно так же. Есть кора Земли, есть ядро, которые, значит, вращаются одно относительно другого. Соответственно, значит, есть определенный, так сказать, гироскопический эффект, да, а есть эффект, по имени какого-то космонавта назван, когда, помните, там какая-то ручка, вкрученная в прибор, встречается этот коротенький ролик в Ютубе, там, в Инстаграме, и вот, значит, так крутанули, она вот крутится, потом тынц, резко разворачивается на 180 градусов, крутится так, потом обратно разворачивается, крутится так, и вот так вот все время дергается сама по себе. Висит невесомость и вот так вот переворачивается. Вот здесь примерно получается тот же самый эффект, просто он, соответственно, да, замедленный эффект. Вот. Потому что надо учитывать, что у нас чего? Крутится, значит, кора Земли, там ядро Земли относительно друг друга. Раз. Земля, соответственно, у нас летает вокруг Солнца. Два. Солнечная система, соответственно, вращается сама по себе. 3. И вот эта вот вся хренотень еще вращается, значит, вместе с галактикой. 4. Плюс ко всему, это летит куда-то туда еще 5. Понимаете? Куча вращательных моментов. Естественно, они вот на вот это вот все хозяйство, на этот гироскоп, они влияют. Естественным образом происходит достаточно регулярная смена, значит, магнитных полюсов. Просто-напросто. Так как меняются магнитные полюса, естественно, меняются, ну, и географические полюса, как иначе-то. Если раньше поправки относительно магнитного полюса вносились примерно раз в 5 лет, то сейчас они вносятся ежегодно, и при этом физики не успевают вносить эти поправки. Магнитный полюс сейчас движется очень быстро. То есть, по сравнению с тем, что было еще там лет 30-50 тому назад, да, движение, значит, магнитного полюса ускорилось, получается, чего? Больше, чем в 5 раз. Вот.
ну, естественно, это будет влиять. Это будет влиять. Можете поискать такой опыт интересный. Значит, подставка, там вращающееся магнитное поле. То есть подставка сама по себе неподвижна. Там просто-напросто поле вращается. На эту подставку ставится стакан с водой. Пресной водой. Вода начинает крутиться, образуется воронка. Теперь представьте, если вода будет соленая, эффект вырастает кратно. Вода в океанах, чего? Соленая. Это электролит, чистейший. Вот эти вот вещи, они влияют в том числе на атмосферу, на воздух. Потому что он точно так же наэлектризован там и так далее. Частицы там какие-то в нем содержатся. Вот. Естественно, все это хозяйство влияет. Вот. Ну, не Нибиру же у нас в конце концов. Летит там. Да. Но, естественно, на этом хозяйстве кто-то решил погреть ручки. Точно так же, как очень нехило, значит, одна контора, которая выпускала хладагент, погрела руки вот на этом вот, заполучив фактически монопольное положение единоразово, когда взяли и фреон, значит, запретили. Вот. Все. Точно так же сейчас кто-то, значит, греет ручки вот на этом всем хозяйстве. При этом всем. Из последних новостей проводились исследования вот этого пластикового мусора в океане, откуда он берется, как формируется, значит, и так далее и тому подобное. Так вот, в конечном итоге выяснили, что пластиковый мусор в океане берется исключительно от экипажей коммерческих судов, которые, значит, бороздят просторы. Понятно, да? Потому что команды предпочитают просто вот это вот все говно выкидывать за борт. Пластиковое. Все. У нас сейчас все в пластиковой упаковке. Вот. И она достаточно объемна. Вот такой эффект. Там все подсчитано, научно, математически, там математические модели и так далее и тому подобное. Вот. Все. Уже разобрались. Поэтому обвинять, значит, все население Земли в том, что оно, понимаете ли, загадило всю планету и весь мировой океан, как бы не стоит. Есть, как говорил Иосиф Виссарионович, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Вот. И я так понимаю, еще и статья в УК. Да. Так, на 9-й день голодания сильно кружилась голова, пил 3 литра воды на 80 килограмм. Мало. Клизмы каждый день, 10 литров промывки с солью. Какая была причина головокружения? Дальше голодать боялся, потерять сознание. Ну, нарушение солевого состава крови. В том числе из-за аутоинтоксикации. Вот. Голодание начинается обычно с суточного, потом проводится 3-суточное, 72-часовое. Потом проводится недельное голодание. Через некоторое время после недельного тогда уже проводится 10-дневное голодание. То есть потихоньку все это хозяйство надо наращивать. Без фанатизма надо, без фанатизма. Вот. Я, конечно, могу вспомнить, как я в молодости штанги тягал, толкал и так далее. Но если я начну делать все то же самое сейчас, да, боюсь, будет нехорошо. Вот. Так, как вылечиться от гепатита С? Ну, в принципе, материалы на сайте есть, куренковские. Вот. Но вылечиться можно. Но там потребуется ферран. Да. Так. Эффект Дженебекова. Точно. Да-да-да. Так. Сало свиное чем можно заменить?
Ну, по большому счету, ничем. Ну, в крайнем случае, курдючным жиром. То есть, если, я сейчас без сарказма и насмешек говорю, да, если религия не позволяет, ну, в таком случае курдючное сало лучше всего. Оно, курдючный жир, он ближе всего по, скажем так, способности окисляться и топиться. Вот. Потому что просто бараний жир, он достаточно тугоплавкий, говяжий тем более, вот, а курдючный, он вполне нормально подходит. Так. У меня грыжа. Так. 6 лет, ничего не помогает, всем ходил, целитель говорит, нужно чистить ЖКТ печень, чистить кровь, боль в пояснице сама уйдет, у меня печень болит. Не совсем все понял, но лучше всего, если что, я не целитель. Я, конечно, не врач, но я и к целителям себя не отношу. В общем-то, да, собственно. Вот. Лучше здесь на консультацию подробно расскажете, какие у вас проблемы с организмом. Вот, тогда будет понятно, что можно с вами сделать, что посоветовать. Так, сильнейшее повышение лейкоцитов у девочки 12 лет, очень бледная, болезненная, часто болеет, врачи выписывают кучу антибиотиков. Ну, лейкоциты на ровном месте тоже просто так не растут. Они там растут, потому что есть в них потребность. А потребность бывает обычно потому, что там много инфекций. И в первую очередь трихомонады. И обычно все это дело к лейкозу-то, собственно, и приводит. Вот. Поэтому вот здесь надо смотреть как раз-таки на ферран. Причем не на 157-й, а на чистый ферран. Ну и плюс ко всему в обязательном порядке, да, дегельминтизацию, детоксикацию, потому что трихомоноза без гельминтоза не бывает, ребят. То, что они выписывают кучу антибиотиков, ну а что им еще делать? Им инструкция так велит. Все. Так, в интернете много информации о разжижении лимфы корнем солодки, очищении организма в результате ускорения лимфотока. Каково ваше мнение по этому вопросу? Блин, ну, вот лимфа имеет определенную текучесть, да? А текучесть вот эта вот, она нужна для того, чтобы именно для лимфотока соблюдался капиллярный эффект. Вот, согласно которому там сок в растении поднимается там, и так далее. Вот. Если текучесть изменить, то капиллярный эффект может перестать работать. Ну, то есть, если сделать жиже все это дело, вот, перестанет работать капиллярный эффект. Что будет? Все это хозяйство опустится под действием гравитации вниз. Да? Классно будет? Классно будет. Там такой мощный естественный механизм создания лимфы, что корень солодки ни в каком виде туда не пробирается. Понимаете? Вот в чем дело. Вот. Блин, господи, кто только придумывает вот эту всю глупость, ё-моё. Лимфа чистится очень просто. Лимфа чистится водой, чистой водой. Еще лучше, значит, использовать сок. Сок огурца, сок кабачка, арбузный сок, сок дыни. Вот. Все. Сюда залил. Через там, значит, пошло замещение, значит, воды в организме. Через там, значит, отработанное слилось. Все. Именно поэтому, значит, некоторые бегают от арбузов, особенно от дынь, значит, вот с такими вот глазами. Особенно в сочетании с некоторыми сухофруктами, там, черносливом, например. Особенно на голодный желудок классно наесться жердёлы, значит, чернослива, вот, с хлебом, потом арбуза. Вот, и главное, чтобы кусты были рядом и погуще.
Вот. Все остальное, блин. Господи, придумают же. Если вы перепьете корня солодки, вы рискуете заполучить кашель. Потому что она у нас является в том числе отхаркивающим средством. То есть, если перепить чабреца, корня солодки, можно кашель получить на ровном месте. Ну, слизь будет отделяться, и все. Вам ее надо будет как-то выводить. Ну, вот. Так. Здравствуйте, Василий Андреевич, Николай Кушнарев. Василий Андреевич, если кору осиной березы соберут 12-13, настойку поставлю только 14-15, не сильно пострадают свойства настоек? Ну, да как вам сказать? Лучше, конечно, собирать в полнолуние, да, соответственно, ставить в полнолуние. Вот. Чем дальше от полнолуния, тем, соответственно, хуже. Но если это не новолуние, да, то будет, ну, уже хорошо. Уже хорошо. Вот. Так, да, религия не позволяет. Ага, про Курдюк так и думала. Ну, там да. Так, стоит ли чиститься березовым дегтем? Еще раз, смотрите, деготь он хорошо вытягивает. Да, он хорошо вытягивает, в том числе из дыхательной системы. И при употреблении дегтя внутрь у вас, например, глисты оттуда пойдут куда? В желудочно-кишечный тракт. Там вы их чем-то встретите. Если нет, то они у вас вернутся обратно при первом же удобном случае. Все, собственно. Еще раз. Ну не бывает вот таких вот, чтобы и действовало все это дело нормально, и, блин, средство только одно. Ну, не бывает панацеи, ребят. Не бывает. Подход должен быть комплексным. Понимаете? Все, без вариантов. Просто вот. Так, дальше. Увеличен левый желудочек сердца, возможно, от больших продолжительных нагрузок. Как, чем можно укрепить сердце? Ходьба и бег трусцой. То есть, лучше ходьбы, только бег трусцой. Все. Если бег трусцой недоступен, потому что вот увеличение бывает от нагрузок, ну, например, грузчиком много работал, да, тяжести много таскал там и так далее. Соответственно, организм заточен под большие массы, под большие нагрузки, но он не заточен под бег. Бегать сложно. Поэтому сначала ходьба, желательно найти вот, пересеченную местность, чтобы там с горки в гору, чтобы подъем был продолжительный. Соответственно, поначалу одна скорость, потом скорость будет расти, потом можно будет уже по плоскости именно бег трусцой. В интернете есть, парнишка рассказывает, как это правильно делается. Именно бег трусцой считается восстановительным. Там вроде как практически бег, другая механика движения ногами. Вот. Но при этом, что характерно, сердечный ритм сильно не растет. Нагрузка вот так вот сильно не растет. Он считается восстановительным. Что для спортсменов, что для сердечников. Бег трусцой. Вот. Так. Это в первую очередь. Это в первую очередь. Таким вот образом. Так, сало, много кипяченой воды. Сбросила 5-6 килограмм за 3 недели. Вот, замечательно. Замечательно. Так, какой ферран нужен для избавления от гепатита? Какая цена у него? Так, значит, ферран желательно чистый. Ферран там, по-моему, желателен все-таки чистый. Надо смотреть, какие последствия, как протекала болячка. Вот эти вот вещи надо посмотреть. Вот. В
первую очередь, да. А там дальше можно будет уже по ферану определяться. Потому что ферран 157, он стоит, по-моему, 40 тысяч, а чистый ферран, концентрат, он, это надо уточнять уже непосредственно у продавца. Вот. Это уже ферран.рф, это там можно вот это вот все хозяйство уточнить. Да. Кубечный жир, хорошая альтернатива, да. Так, про чистую воду. Что постоянно лучше пить? Вода из-под крана или дистиллированная? Кипяченая. Соответственно, дистиллированная, фактически кипяченая. На постоянку достаточно пить просто кипяченую воду. Просто. Если, конечно, у вас из-под крана течет кака, ну тогда да, тогда дистиллированную. Но в этом случае необходимо все-таки это хозяйство компенсировать, опять же, овощами, которые содержат естественный солевой баланс. То есть, как я только что сказал, кабачки, огурцы, патиссоны там и так далее. То есть уже солености надо в пищу добавлять в достаточном виде. Хотя с другой стороны, чисто дистиллированной воды требуется меньше, чем просто кипяченый. Для того же самого эффекта. Так. На каких принципах порекомендовали бы молодому поколению строить взрослую жизнь? На принципах подражания. В принципах других, собственно, принципов нет. Либо ты создаешь свой опыт на ровном месте сам, либо, соответственно, ты берешь чужой опыт. При этом можно сделать сборную солянку, вот, взять все лучшее из чужого опыта, да, все-таки умный учится на чужих ошибках, зачем совершать собственные, вот, если есть готовый материал. А так это в любом случае все на принципе подражания, без вариантов. Все. Кроме как создать семью, у человека других вариантов-то все равно нет. Единственное, что сейчас, да, как вот я смотрю, что очень много молодых людей, они не ведут семейную жизнь, они тусуются вместе, они еще что-то вместе делают, но это не семейная жизнь, потому что у них не было перед глазами примера именно семейной жизни, там той жизни, где присутствует в первую очередь забота не о себе любимом, вот, а о своем супруге. Вот в чем дело. Понимаете? Вот. Заботы нет, любви не будет. Так, похолодало. Муж хочет спать с открытой форточкой. Каждый раз после такого самочувствие больное, близкое к простуде. Что делать? Блин, ну переселите мужа на балкон, например. Вот. Ну, бывает такое, да. Такое бывает. Если есть возможность, видимо, придется спать раздельно. Например. Вот. Или, соответственно, вам, например, там подальше от форточки и одеяло потеплее, а ему простыночку, нехай сам мерзнет. Вот. Здесь опять же надо разговаривать и договариваться. Вот. Так, о чем могут говорить повышенные лимфоциты? О трихомонозе. О трихомонозе. Так, как использовать деготь для дыхательных путей? Внутрь. Пить. Пить. Так. При педикюре занесли грибок. Нагноение по бокам ногтя, трещины. Что делать? Ногу парить в солевом растворе. То есть соль туда добавить обязательно.
добавить перец туда, красный, жгучий. Вот, нормально распарить все это хозяйство, засыпать мелко молотой маклеей, густо, сверху на сок. Так делать до полного излечения. Все, очень хорошо помогает. Носок с маклеей менять тогда, когда маклея начнет мешаться. То есть обычно она там сутки, двое, иногда трое, четверо, значит, никак организм на нее не реагирует, а потом она начинает мешаться. Колоться там, натирать чего-то. До этого все нормально. Без вариантов. Только так. Вот, да, в воду для распаривания можно добавить ингвиритрин. Кстати, так, о, что это было? Отключался. Так, соберут в полнолуние. Хорошо. Смысл есть. Но соберут они же в полнолуние, также все нормально. Потом настаиваете как раз таки, сколько у вас получится. У вас так и получится 21 день, в принципе, в полнолуние вы настойку снимете. Все нормально. Все в порядке. Так, ваши советы очень действенные. Испытала на себе. 2 раза ломала голень. 1 раз перелом 2 костей. Сросся за 21 день. 2 раз большая берцовая за 17 дней. Все ваши советы исполняла очень хорошо, но, значит, у вас нехватка кальция. Поэтому кунжут вам надо молотый есть продолжать. И в обязательном порядке вам необходимы йод содержащие препараты. Вот. Хотя бы по 25 микрограмм в день с утра, например. Уже будет хорошо. Вот, потому что, вряд ли вы занимаетесь паркуром, вот, и сломали ноги, значит, спрыгнув с 3-го этажа. Правильно? Вот. Скорее всего, практически на ровном месте. Значит, проблема в эндокринной системе. Так, гепатит вялый, анализы в порядке, соблюдаю правильное питание, лекарства вообще не пью никаких. Правильное питание при гепатите – это, шашлык, сало во всех его видах. Да. Вот это и есть правильное питание. А то, которое назначают вам нельзя, значит, оно как раз таки приводит к ухудшению состояния всегда. Всегда. Так. По большому счету. Лучше все-таки на консультацию. Расскажите подробно, что, как, чего, зачем, почему и так далее. Так. Так. До скольки лет дети должны жить с родителями? Или чем раньше пнут, тем лучше заживешь самостоятельной жизнью по принципу родили, выживай как можешь, или что от них еще можно ожидать? Еще раз, вот смотрите, почему у нас называется улица? Потому что у лица отца. Понимаете? Вот. Как только, если, значит, размеры дома позволяют сыну привести жену в дом, значит, живут вместе. Вот. Никаких проблем. Единственно, главой семьи является кто? Отец. И, соответственно, его слово закон для всех остальных. Все. Если кто-то там начинает выпендриваться и выкобениваться, это уже не семья, это будет что попало. Если, соответственно, выпендриваться, выкобениваться будет молодая жена, значит, она вообще не жена. Ее лучше сразу менять по гарантии на другую. Понимаете, это сломалось, дайте новую. Вот. Но это опять же, это при патриархате. Все. И в этом случае лучше всего, вот вы посмотрите на кавказские семьи,
на среднеазиатские семьи, например, армянские, например, семьи, да, вот, когда живут большой семьей. То есть я знаю пример, когда семья, по-моему, азербайджанская семья, выкупила фактически весь мансардный этаж многоэтажного дома. Там, то есть, были обычные, плюс, соответственно, мансарда. На несколько подъездов. Они это все выкупили, они объединили. Понимаете, сделали одну большую квартиру. Вот там был, значит, дед, который всем руководил, то есть всем семейством, да, была его жена, которая, соответственно, там, значит, точно так же, ее слово закон для всех остальных, тем более для женщин в этой семье и так далее. И в этом случае получается, когда кому-то из членов семьи требуется поддержка, причем неважно какая, финансовая, физическая, вся семья встает. Он эту поддержку получает. Понимаете? Если ему требуется развивать там бизнес какой-то, его поддерживает вся семья. А их там жило что-то больше 20 человек. Нормально? По-моему, да. Это правильно. На мой взгляд. Вот. А, соответственно, когда сын оторван от отца, какую поддержку он получит? Сколько силы он имеет? В общем-то, притчу про веник, наверное, все знают. Вот. Если, соответственно, в один дом не помещаются, ну, значит, рядом надо построить. И так далее. Вот. Таким вот образом. Так, вырастил хороший урожай кореянского перца из ваших семян. Скажите, пожалуйста, какой грубости должен быть помол? Или это не критично? Это не критично. Это на вкус и цвет все фломастеры разные, да. Так, что скажете про чистку крови настойкой сосновых, зеленых шишек или хвоей? Блин, это не чистка крови. Это всего лишь один из способов дегельминтизации. Делается обычно весной. Вот. Побеги едятся. Понимаете? Все. Всего-навсего. Зачастую пара-тройка недель такой диеты по весне приводит к тому, что у человека там астма пропадает. Вот. Блин, уже сколько всякой фигни. Так, телепатия существует? Конечно, существует. А кто здесь? Несколько лет тому назад нам активно рассказывали о том, что адаптируют, да, как это вот, общение человека, значит, с компьютером там напрямую, там управление протезами, значит, там силой мысли. Это, пожалуйста, это рассказывали нам по телевизору сплошь и рядом. Вот. Каким образом? Ну, человеческий мозг испускает электрические сигналы. Соответственно, эти сигналы можно принять и считать. Так ведь? Что, собственно, приборно сейчас делается. Вот, аппаратными способами это сейчас делаются. Соответственно, если человек излучает сигналы, значит, другой человек может их еще и принять. Так ведь? Опять же, между человеком и машиной, если есть вот эта связь, это как называется? Не телепатия, нет? Вот. Телепатия существует на самом деле, да. Так. Почему после больницы антибиотиков становится легче? Ну, потому что в том числе там на фоне вот этого всего хозяйства развивается еще какая-нибудь инфекция. Я же практически весь стрим рассказываю, что все болезни, они базируются исключительно вот на гельминтозе, понимаете? Все.
Потому что гельминты просаживают иммунитет сильнее всех остальных. С них все начинается. И какую-то инфекцию там находят, вот это хозяйство убирают антибиотиками, да, ей становится легче. Всего-навсего. Хоть что-то делать всегда лучше, чем вообще ничего не делать. Так. Как относитесь к синему йоду? Нормально отношусь, смотря для чего, смотря какой. Есть юдинол, есть, соответственно, йод с клейстером, с крахмалом. Вот. Для разных случаев. Опять же, для чего? Положительно отношусь, хорошая штука. Вот. Делается просто, да, у меня рецепт на сайте есть, лежит давным-давно, если что. Так, йод содержащие препараты пить постоянно по 25 микрограмм, ну, как минимум курсом месяцев 6 минимум. Так, чем лечить первую, вторую стадию геморроя? Сначала надо понять, в чем причина. Может, как свободно-радикальная болезнь. Какой-то воспалительный процесс идет. Постоянный. Вот, иногда, в основном, очень хорошо помогает кайенский перец. Вот, кстати говоря. Очень хорошо помогают гудроновые шарики. Делаются шарики из гудрона, как горошины. Вот, и просто глотаются по несколько штук. Тоже хорошо помогает. Так, сало ем с удовольствием, по вашему совету. Так, стол 5 не использую. Угу. При приеме дегтя какой использовать протокол лучше? Чё? В интернете много схем приема непосредственно с молоком. С чем это связано? Верно ли? Нет, неверно. Идиоты, блин. Это неправильно. С молоком это неправильно. Так. Угу. Так, ага, обратно пошло. Хорошо. Хорошо. Так. С молоком это неправильно. Так, отличный свет и крепкого здоровичка, светлой души, ясного разума всем. Спасибо. До свидания. Так, лечение маклюрой. Блин, господи. Вообще-то лечение маклеей, а не маклюрой. Маклюру можно выкинуть нафиг. Ох, да. Так, перелом, ем перец, кунжут, анализы на щитовидку сдавала недавно, йод в норме. Понимаете, йод в анализах – это одно. Йод в организме – это другое. Совершенно. Он может быть в норме, но у вас могут быть собственные, индивидуальные, определенные особенности всего-навсего. Вот. Если начну пить йод содержащие препараты, не получится ли перебор с йодом? Еще раз говорю, 25 микрограмм. При том, что он назначается, он идет в таблетках по 100-200 микрограмм, 25 микрограмм это фактически ни о чем. Так, как понять, что кунжут уже не пригоден в пищу? То, что он горчит, это нормально? Да, это нормально. Свежий слегка горчит. Ну, понимаете, кунжут это масличная культура. Соответственно, если есть запах прогорклого масла и вкус прогорклого масла, значит, он испортился. Собственно, все. Вот. Точно так же, если там будет плесенью отдавать, ну, соответственно, по большому счету, как для любых других продуктов питания. Так.
Как использовать гудрон? Ну, только что сказал. Делать шарики из него, как горошины, глотать по несколько штук, несколько раз в день. Замены гудрону нет, к сожалению. Вот. К сожалению, нету. Так. Возможно ли применение тиосульфата натрия перед баней? А зачем? У вас и так обезвоживание. Ну, смысл-то? Применить можно. А смысл? Зачем? Не нужно. Так, какая дозировка приема витамина D должна быть при его уровне 16? Стоит ли добавить солярий? Солярий не работает. Солнце нужно. Солнце. Солярий не работает. Понятно? Нужно именно солнце. Так. Витамин D, ну, в принципе, там указана дозировка, каким образом, для кого, как дозируется и так далее. Вот. Так, хотела подготовить все для дегельминтизации, потом к вам на консультацию, чтобы направили по всем моим бякам, но природа опередила. Был опыт в практике повернуть природу вспять. В смысле, как ее повернуть вспять-то? Вот у нас сейчас осень, чтобы вместо осени снова лето наступило? Нет, не получится. Всем известно, теплая погода осенью зависит от женщин. Вот, да, какие бабы, такое лето. Собственно, все. Вот у меня. Я ж все-таки не совсем Господь Бог-то. Так, менопаузу. Ну, иногда получается, иногда получается. Ну вот, а зачем-то? Ну, блин. Иногда получается. Ну, там, понимаете, это получается достаточно дорого, да. Полный курс раз. Дегидротиандростерон 2. Ферран 3. Но если средства позволяют, то почему, собственно, нет? Вот. А так, не знаю. Зачем? Мужа тоже придется обратно возвращать. Да. Как долго можно есть зеленые ростки сосны, чтобы не переусердствовать, не навредить организму? Ну, пока из лесу не выйдете. Или пока совсем не надоедят. Это еда на самом деле. Ну, сколько можно есть петрушку? Вот. Сколько можно есть борщ? Понимаете, это вот из этой же серии. Это съедобное все. Поэтому сколько пока лезет, можно есть. Если есть больше нечего, поэтому лезть будет. Вот. Чем лечить реактивный артроз у ребенка? Еще раз. Просто так. Артроз – это последствия трихомоноза. Трихомоноз базируется на гельминтозе. Без вариантов. Все. Надо смотреть подробности в первую очередь. Так, кстати, у меня, да, телефон, если что, садится. Потихоньку. 15% осталось. Вот. Так. 2 часа. Нифига себе. Так. Золотая серединка. Ага. Медики нервно курят. Я врач. Желаю вам и всем, кто вас любит, огромного здоровья. Спасибо. Так. В смысле всем огромного здоровья, потому что вы на меня не надеялись или как? Двусмысленно вот так получилось. Двусмысленно все-таки.
Так, благодарю за рекомендацию по быстрому сращиванию костей. Пожалуйста, как относитесь к ударно-волновой терапии для быстрого восстановления после перелома? Ай. Вот я же все объяснил, как происходит восстановление. Все остальное, вот если вы не будете подавать строительный материал к месту перелома, вам поможет вот эта ударно-волновая? Нет. Все. Блин. Так, здравствуйте, да. Благодарю вас от всей души за ваши действенные советы. Пожалуйста, всех вам благ, как попасть на консультацию. Ну, на сайте есть такая волшебная зеленая кнопка. Заходите на сайт, слева она будет. Вот, записаться на консультацию, собственно. Без проблем. Да, вон Николай уже скинул ссылочку. Так, здравствуйте, Василий Андреевич, сын 34 года, сдал ТТГ. Так. На музее щитовидка имеет пониженную плотность. Идет воспалительный процесс. Судя по всему, где-то в организме. Надо разбираться. Ну, не просто ж так вы этим озаботились. Если имеет пониженную плотность, значит, скорее всего, работает фактически на износ. Да. Значит, есть воспалительный процесс. Либо слишком интенсивная внешняя микробная нагрузка. То есть, где работает, где живет, есть ли животные рядом и так далее и тому подобное. Чем у нас занимается щитовидная железа? И нафиг ей нужен йод вот на самом деле-то? Кто-нибудь задумывался? А всего-навсего организм прогоняет через щитовидную железу за несколько минут всю кровь. Там, по-моему, даже счет идет на секунды. Йод нужен банально для обеззараживания. Для чего он нужен йод? В домашней аптечке. Для обеззараживания. Здесь все то же самое. Все. Соответственно, повышенный расход йода идет, когда высокая микробная нагрузка. Все очень просто. Так. Да, для чего нужны дети? Все правильно. Так, дочка 9 лет часто жалуется на боли в ногах. То голень, то бедро, то стопа. Это норма или нехватка чего-то? Может быть норма, может быть нехватка чего-то. По-разному бывает. Бывает интенсивный рост, например. Вот. Так что это бывает. Все очень даже однозначно. Вы умница, спасибо. Пожалуйста. Ну ладно, хоть общий язык нашли. Вообще люблю с врачами разговаривать. Вот, особенно с умными. Да. Спасибо. Да, проверьте вирусный фон у ребенка. Ну, все правильно, да. Как-то так. Ну что, ребят, наверное, будем заканчивать вот с этим всем хозяйством, потому что я уже реально начал уставать. Вот. Ну и чай тонизирующий заканчивается. У меня тут рядом есть магазин «Солнце», вот, где продается замечательный Иван-чай в разных видах. Ферментированный, не ферментированный там и так далее. С разными добавками там. Вообще прелесть. Единственное, что меня огорчает, как туда не придешь, там практически каждый раз новый продавец. Вот. Ну, я там несколько коробок обычно чая сразу беру, чтобы 3 раза-то не вставать. Да. Ну и прихожу туда примерно где-то раз в месяц-полтора к ним. И там каждый раз новый продавец. А продавцов они нанимают себе только бедолаг этих вегетарианцев. И, блин, смотришь, вот эти девчонки все вот такие, господи, как после Освенцима. Вы им передаете вот этим вот бедным несчастным вегетарианкам, что у нормального мужика, глядя на них, появляется
желание-то появляется, но не то, на какое они вообще рассчитывают. Желание накормить появляется. Все, понимаете, вот, ну, куда с ней, чего еще, блин, взять, накормить там, как котенка, понимаете, вот там, пригреть там, чтобы это, откормить сначала, шерсть там, чтобы выросла, лосница начала, потом уж, да, все остальное там. Вот. Но они меня терпят. Узнают, но терпят. Мне Иван-чай не зашел. Ну, они бывают разные, кстати говоря. Они бывают разные совсем. Бывают и хреново сделанные, да. Да, всем спасибо, всем спасибо. При нормальных анализах повышен кровоток в щитовидной железе. Еще раз, анализы – это анализы, а реальная жизнь – это реальная жизнь. И зачастую они почему-то не пересекаются. Уж не знаю почему, вот, но, блин, как-то так получается. Опять же, понимаете, каким образом вот эти вот все нормы определялись? Вот просто бралась масса народу, да, обследовалась тщательно. Вот эти вот, они считались здоровыми. Соответственно, смотрели, какие у них результаты там по эритроцитам, лейкоцитам, там и т.д. и т.п. Все. И вот, значит, это у нас референтные значения и будут. Вот такие, отсюда и до сюда. Вот как вот у этой группы, которые практически здоровы. Но тут же медики говорят, что здоровых не бывает. Бывают недообследованные. Вот. Проверить на все подряд человека, ну, блин, это, по-моему, у нас в Женевской конвенцией о пытках запрещено. Вот. Понимаете, ну не получится человека исследовать на все подряд. Тут на глистов 3 недели требуется в стационаре. А еще, чтобы на все остальное его исследовать. Это ж, мне, блин, страшно становится, сколько медиков вокруг него, вот с этими, со шприцами, с иголками, блин, там кровь артериальную, кровь венозную на анализ, кровь из пальца, мазки со всех возможных мест. И не по разу в сутки. Блин, ну, это ж невозможно. Это невозможно. Так, поэтому что есть, то есть. Так, да, делайте сами Иван-чай. Замечательно, но уже, блин, поздно. Клюкву как кушать? По 10-15 ягод в день пожизненно. Вы знаете, из клюквы делаются замечательные соусы. Вот. В Штатах любят делать клюквенные соусы. В Канаде любят делать клюквенные соусы. Мы что, хуже, что ли? Вот. Тоже надо делать клюквенные соусы, клюквенные морсы. Добавлять туда бруснику. Клюква прекрасно идет практически к любым заливным блюдам. Ребят, блин, ну не надо упираться, вот делайте из клюквы таблетку. Ешьте. Просто так, сел кушать там, кинулся в чай, сколько-то ягод, сколько тебе захотелось. Кинул там, я не знаю, в борщ себе сколько-то, значит, кому кто-то любит покислее там борщ, кто-то, значит, не любит, понимаете? К мясу взяли, сделали там соус и так далее. И это не обязательно каждый день, это точно так же, как любое блюдо надо чередовать. Все. Все очень просто, это кулинария. Надо, чтобы еда была вашим лекарством, а не лекарством вашей едой. Вот к этому надо стремиться. Вот, собственно. Клюква содержит в себе метронидозольную группу. В первую очередь. Все. На вирусню она действует плохо. На самом деле. Да. Кунжут какой предпочтительный, черный или белый?
Значит, черный это не чищенный кунжут, а белый это чищенный кунжут. Это как семечки. Есть черные семечки, они не чищенные. Есть серые семечки, они чищенные. Понимаете? Какие лучше есть? Ну, наверное, чищенные лучше в конце концов. Так же, как с орехами. Есть орехи нормальные, а есть твердые, которые еще в скорлупе. Блин, ребят, ну не сходите уж с ума-то совсем-то уж, ну вот до такой-то степени. Вот. Так, что-то у меня чай какой-то совсем тонизирующий. Что я туда добавил-то? Что меня аж прет-то так. Да. Блин. Ой, наверное, много благодарности и вот прилив энергии. Спасибо, ребят. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Вот. Что слушаете, читаете и так далее. На самом деле, мне важно. Ну, блин, я же это, как говорят, корону поправь, да? Ну, приятно же ощущать себя там, я не знаю, умным, там, да, гениальным, там, давать советы, чтобы они людям помогали в конце-то концов. Вот. Говорят, что эгоизм это плохо. Но, блин, эгоизм надо поворачивать так, чтобы было хорошо от этого всем. Вот. Ну, все, я памятник себе воздвиг нерукотворный там и так далее. Все. Всем спасибо. Всем пока. Так, где вот это вот? Так, наверное, вот это вот. Завершить трансляцию. Окей.